Всем привет! Это Алекс. А это Елена. Добро пожаловать на наш канал. В прошлом видео мы говорили о том, как перестать переводить в голове. Если еще не смотрели, загляните на канал. Прости, что перебиваю, но дай мне, пожалуйста, воды. Пока шла на запись, реально перегрелась на такой жаре. Держи, конечно. Да уж, сегодня настоящее пекло на улице. Спасибо, сразу полегче стало. Господа, я думаю, вы в курсе, что любой разговор строится по определенным неписанным законам. И сейчас мы должны попросить у вас лайк и подписку. Но мы считаем это глупостью. Если вам интересен наш контент, вы и сами поставите лайк без всяких просьб. А если нет, значит мы просто плохо работаем или выбрали неинтересную тему. Ну, если ломать, так ломать. Тогда пусть и тему наших будущих видео выберут наши зрители. Напишите в комментариях, какую тему вы хотите послушать в следующих выпусках. Отличная идея. Спасибо, Лена. С удовольствием почитаем каждое сообщение. А теперь, как мы и обещали в прошлый раз, поговорим про погоду. Погода просто пипец. Я из дома стараюсь не выходить без крема и шляпы. Слушай, а ты видела новости про жару в Европе в этом году? Это что-то невероятное. Да, я читала. В Испании температура поднялась до 45 градусов. Это абсолютный рекорд. А в Германии, в городе Трир, было почти 41 градус. Причем это уже 4-й рекорд подряд. В Берлине тоже было около 40 градусов. Говорят, такой жары там не было почти 140 лет. Даже в Британии побили рекорд за всю историю наблюдений. Обычно у них там дожди и прохлада. А во Франции, я слышала, в Бордо было почти 42 градуса. Для них это тоже настоящий рекорд. В Италии в 17 крупных городах объявили самый высокий уровень погодной опасности. Представляешь масштаб? Честно говоря, страшно представить, что там сейчас творится на улицах. Наверное, все прячутся в тени. У нас, кстати, тоже настоящая жара. Вчера было плюс 35 в тени. Я заметила. Я вчера буквально час была на солнце и уже покраснела как рак. А я наоборот, спокойно переношу жару. Мне такая погода даже нравится больше, чем холод. Алекс, тебе легко говорить, ты никогда не сгораешь. А у меня кожа очень светлая, я сгораю моментально. Поэтому ты теперь всегда с кремом от солнца ходишь? Я заметил у тебя в сумке целый тюбик. Да, фактор 50, не меньше. И еще стараюсь носить одежду с длинным рукавом, как бы дико это ни звучало летом. А шляпу ты тоже из-за этого носишь? Я думал, это просто модный аксессуар. И то, и другое. Без шляпы у меня буквально через полчаса начинает болеть голова от солнца. А я вот дома, на балконе, люблю ходить без рубашки в такую погоду. Мне кажется, загар мне даже идет. Ну, тебе повезло с кожей, ты загораешь красиво. А я, если не спрячусь, сгораю моментально. А мне вот кажется, что от жары спасает только вода. Я теперь пью раза в 2 больше обычного. Вопрос спорный. Пить тоже нужно правильно. Из-за жары я вообще изменил свое расписание. Встаю теперь на час раньше, пока еще прохладно. А я, наоборот, стала позже ложиться. Вечером, когда солнце садится, наконец можно спокойно выйти на улицу. Логично. Днем вообще лучше никуда не соваться. Особенно с 12 до 4, самое пекло. У меня подруга работает в офисе без кондиционера. Говорит, что к обеду там просто невозможно находиться. А у нас кондиционер, слава богу, есть. Но с другой стороны, так мы потребляем больше электричества. Говорят, оно дорожает по всей Европе. Да, я читала про это. Все включают кондиционеры одновременно, и сеть просто не справляется. У меня сосед купил вентилятор и целыми днями сидит перед ним с мокрым полотенцем на плечах. Я думаю, что магазины парфюмерии в этом месяце сделали годовой план продаж дезодорантов. Очень может быть. В такую жару без дезодоранта вообще из дома лучше не выходить. А я видела человека, который поставил лед прямо перед вентилятором. Говорит, что так прохладнее. Работает? Немного, наверное. Хотя, по-моему, это больше психологическое успокоение, чем реальная прохлада. Я жду грозу. Не может быть все время жарко, мы же не в Африке. Рано или поздно придет гроза и принесет прохладу. А мне нравится жаркое лето, только бы не перегреться совсем. Тебе легко говорить, ты же не идешь на пробежку в такую погоду, как я.
Это просто пытка. Зато я хожу купаться на речку почти каждый день. Это мой способ спастись от жары. А я в такую жару постоянно ем мороженое. Кажется, за эту неделю съел его больше, чем за весь год. Я тоже. И еще пью холодный чай литрами. Горячий чай в такую погоду — это вообще не про меня. Кстати, а как твой кот переносит эту жару? Мой пес вообще весь день лежит на полу без движения. Мой кот теперь спит в ванной, прямо на холодной плитке. Только там ему, видимо, комфортно. Умное животное. А я вот на днях застал себя за тем, что тоже лежу на полу рядом с собакой. Значит, вы с ним отлично понимаете друг друга в такую погоду. Помнишь, как несколько дней назад прошла гроза? О, я помню этот день. Небо стало темным буквально за 10 минут, а потом полило как из ведра. Именно. Причем температура упала градусов на 10 почти мгновенно. Стало даже прохладно ненадолго. Да, но потом жара снова вернулась уже на следующий день. Такая гроза больше похожа на короткую передышку. Согласен, но было приятно. Хоть один вечер можно было спокойно спать без вентилятора. А ты знаешь, что многие люди в жару вообще плохо спят по ночам? Я тоже это заметила за собой. Да, я тоже сплю хуже обычного. Приходится держать окно открытым всю ночь, чтобы хоть немного продувало. А я включаю вентилятор прямо на всю ночь. Без него вообще не могу уснуть в такую погоду. О, кстати, о выходных. У тебя уже есть планы, куда поехать в эту жару? Да, мы с друзьями собираемся на море. Говорят, там хотя бы ветер с моря спасает. А я думаю поехать в горы. Там прохладнее, и можно, наконец, нормально подышать свежим воздухом. Звучит здорово. А кто-то из наших знакомых вообще решил остаться дома с кондиционером и никуда не ехать. Тоже неплохой план, чтобы избежать этой жары. Особенно если дома есть бассейн во дворе. У меня, кстати, есть маленький надувной бассейн. Вечером сажусь туда с ногами и просто отдыхаю. Звучит очень мило. Хотя лично я скорее выберу поездку куда-нибудь подальше от города. А не боишься, что в горах тоже сейчас будет много людей? Все же ищут, где спрятаться от жары. Может быть, но я все равно поеду. Даже если там будет людно, все равно прохладнее, чем в городе. Логично. Ну а я все-таки выбираю море. Хочется искупаться и просто полежать на песке. Только не забудь свой крем от солнца, а то обгоришь еще сильнее, чем обычно. Не забуду, не переживай. Уже собрала целую сумку. А еще возьми побольше воды в дорогу. В такую жару в машине без воды совсем плохо. А ты в горы что берешь с собой? Наверное, там вечером уже прохладно, нужна теплая кофта. Да, обязательно беру кофту и легкую куртку. Днем жара, а вечером в горах уже совсем другая погода. Вот это разница, да? У нас в городе одна погода целыми сутками, а в горах все меняется за пару часов. Именно поэтому горы мне и нравятся. Есть возможность и от жары спастись, и вечером посидеть у костра в кофте. Звучит здорово, честно говоря. Может, в следующий раз я тоже поеду в горы вместо моря? Ну что ж, будем надеяться, что жара скоро немного спадет. Хотя бы до 30 градусов. Я согласен, хотя бы чуть-чуть прохладнее было бы неплохо. Но пока приходится терпеть и привыкать. На этой позитивной ноте предлагаю закончить сегодняшний разговор о погоде. Спасибо, что были с нами. Не забудьте, в следующем выпуске мы говорим про велосипеды и самокаты в городе. Тема будет веселая. А если хотите предложить свою тему, пишите в комментариях. Мы обязательно почитаем каждое сообщение. Спасибо, что провели это время с нами. Берегите себя в такую жару и пейте больше воды. До новых встреч, друзья. Хорошего вам лета, каким бы жарким оно ни было. Пока!